Здравствуй, мой юный друг! В этом выпуске я расскажу тебе, что такое настоящее безумие. Потому что сегодня мы будем делать большую, стреляющую, горящую, расплавленной сталью пушку. А-ха-ха-ха! Даже колобочек. Да, да, да. План всей этой фигни таков. Сначала в специальный цилиндр, а.к.а. старый огнетушитель, закачивается кислород под нормальным таким давлением. 15-20-25 атмосфер, я думаю, больше не надо. После этого в ствол помещается стальная пуля. Греется индукционным нагревателем до очень высоких температур, примерно 1400 может быть градусов или даже 1500. После этого нагреватель отключается и включается клапан, который кислород под высоким давлением выпускает прямо в ствол, где его уже ждет разогретое железо. Оно этим кислородом еще сильнее разогревается, поджигается и ускоряется по стволу. То есть, как ускорять обычную свинцовую пульку в обычной пневматике, только здесь вместо маленькой свинцовой пульки большой кусок расплавленного железа. Ну и после ускорения и нагрева оно все очень весело вылетает со ствола, с кучей искр, возможно даже небольшим бабахом. Но это не точно. Как? Ты не знал, что горячая сталь умеет гореть в чистом кислороде? Так вот тебе видос, как она это делает. То-то же, я Фидлей Кюдель теперь еще и образовательный канал. В качестве ресивера для кислорода, как я уже и говорил, я взял какой-то старый огнетушитель и просто прикрутил к нему автомобильный сосок и пневматический клапан с Алиэкспресса. Стандартный такой сетап для самодельной пневматики. Он со своей задачей полностью справляется. Сначала запуская через клапан в баллон кислород, а потом в нужное время при подаче электричества на клапан его выпускает. Все достаточно просто. Но поскольку такой клапан с Алиэкспресса на высоких давлениях потребляет невероятно большие токи, питать его буду от сборки конденсаторов на 3200 микрофарад и 300 вольт, что на секундочку в пару десятков раз выше номинального для этого клапана. Но ничего, я думаю, проживет как-нибудь. Пришло время собрать индукционный нагреватель, я считаю. В качестве схемы я взял довольно распространенный вариант, так называемый ZVS драйвер. Аналоги, например, можно на Алиэкспрессе даже найти. Однако при первой же проверке произошла некоторого рода оказия. Китайцы, оказывается, научились делать так называемые silicon-free транзисторы, то есть транзисторы без силового кристалла, транзисторы без транзисторов. Корпус с ногами, Карл! Корпус с ногами и ничего более. Поэтому, как и во всех непонятных ситуациях, я начал разбирать бытовую технику. В этот раз под удар попали бесперебойники, из которых я выдрал 4 довольно мощных транзистора и заменил их на схеме. Как мне кажется, новый вариант стал даже немного лучше и привлекательнее старого, что весьма годно в нашем случае. Тем не менее, как только его включил, произошла, угадайте что, следующая оказия. Он отказался греть железо выше так называемой температуры Кюри. Температуры, при которой железо теряет все свои магнитные свойства, напрочь. Это примерно градусов 800, и этого не хватает, чтобы его поджечь чистым кислородом. Сначала немного опечалился, а потом вспомнил про один замечательный сплав. Ферроцерий. Звучит, конечно, не совсем легально, возможно, даже слегка сложно, но уверен, каждый из вас с ним сталкивался. По факту это просто кремень из зажигалок. Таких зажигалок, которые искрят немного. Если его просто пилить, он искрит. Если нагреть и потом ударить молотком, жесть получается. А что будет, если его разогнать кислородом, поджечь, нагреть, да еще и ударить на высокой скорости в стенку, я вообще молчу. И даже представлять не хочу. Однако, проверять все-таки будем этот вариант. Ну таки вот, пришло время собрать все это говно в одну кучу.
мечталося, так и сталося. А еще мне сказать осталось. До свидания. Спасибо за внимание. Вот. Тут и